20 июля 1944 года. Восточная Пруссия, лес под Ростенбургом. 12 часов 37 минут. В деревянном бараке идет обычное совещание. 24 человека стоят вокруг длинного дубового стола, заваленного картами. Жарко, окна открыты настежь. Под столом, у самой ножки, стоит коричневый портфель. В нем килограмм британской пластиковой взрывчатки с уже запущенным химическим взрывателем. До взрыва остается около 5 минут. Человек, который принес портфель, только что вышел из барака под предлогом телефонного звонка и сейчас быстро идет к машине. А в бараке полковник по фамилии Брандт наклоняется над картой. Портфель мешает ему подойти ближе к столу. Он берет его за ручку и переставляет по ту сторону массивной дубовой опоры. Расстояние меньше метра. Может быть, полметра. Через 5 минут этот кусок дуба примет на себя ударную волну. Полковник Брандт погибнет. Человек, ради которого все затевалось, отделается лопнувшими барабанными перепонками, ожогами и разорванными брюками. И заплатят за эти полметра, по разным подсчетам, от 200 до нескольких тысяч человек. Сегодня история операции «Валькирия». История о том, как немецкие офицеры попытались убить Гитлера с помощью плана, который написал сам режим. О 6 предыдущих попытках, про которые почти не говорят. О 3 часах в воздухе, за которые заговор проиграл. О майоре, чей единственный телефонный звонок решил исход дня. И о том, почему в самой Германии этих людей еще 15 лет после войны называли предателями. Начнем с неудобного. Клаус Шенк граф фон Штауфенберг родился 15 ноября 1907 года в Йеттингене, Швабии. Старинная католическая аристократическая семья, служившая вюртембергским королям. Отец — обергофмаршал последнего короля Вюртемберга. Мать — из прибалтийских немцев. Это важный контекст. Такие семьи не любили нацистов не по идейным соображениям, а по сословным. Гитлер для них был выскочкой, ефрейтором, человеком без происхождения. Но не любить и сопротивляться — вещи разные. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, Штауфенбергу было 25. Он был кадровым офицером кавалерии. И он, это подтверждают и его сослуживцы, и позднейшие исследования, приход нацистов к власти приветствовал. Не потому, что разделял расовую доктрину, а потому, что видел в новой власти то, что видели тогда сотни тысяч немецких офицеров: конец Версальского унижения, конец хаоса Веймарской республики, восстановление армии, возвращение Германии в разряд великих держав. В 1938-м он участвует во вводе войск в Судеты. В 1939-м — в польской кампании, в 6-й танковой дивизии. В 1940-м — во Франции. Он профессионал, он на хорошем счету, он делает карьеру в генеральном штабе. Никакого подполья. Никакого сопротивления. Об этом важно сказать прямо, потому что послевоенный образ Штауфенберга, благородный аристократ, с самого начала презиравший режим, это образ, отчасти созданный задним числом. Реальная биография сложнее и, если честно, интереснее. Перелом происходит не в один день. Он собирается из накопленных фактов. Польша, 39-41. Штауфенберг служит в оккупированной стране и видит, что делают там часть СС с польской интеллигенцией и с евреями. Он служит в штабе, к нему стекаются донесения. Он видит документы, которых не видит рядовой офицер. Восточный фронт, 41-42. Он работает в организационном отделе Генштаба сухопутных войск. Через его руки идут вопросы пополнения, снабжения, использования пленных. Он знает, сколько советских военнопленных умерло зимой 41-го. Он знает, что происходит в тылу групп армий, потому что об этом идут рапорты. И он видит третье, как принимаются решения. Военные катастрофы, которые можно было предотвратить. Приказы, отданные вопреки всем расчетам штаба. Сталинград, где целая армия была принесена в жертву запрету на отступление.
концу 1942 года у Штауфенберга складывается вывод, к которому независимо приходят десятки офицеров: война проиграна, режим ведет страну в пропасть, и остановить это можно только одним способом. Он говорит об этом все чаще. И постепенно попадает в поле зрения людей, которые думают так же, и думают так уже несколько лет. Февраль 43-го. Штауфенберг переводится в Северную Африку, в 10-ю танковую дивизию. Формально, повышение и фронтовой опыт, необходимый для дальнейшей карьеры. 7 апреля 43-го года его колонна попадает под удар с воздуха. Ранения тяжелейшие. Он теряет левый глаз. Ему ампутируют правую руку. На левой руке он теряет 2 пальца, безымянный и мизинец. Осколки в коленях и в ухе. Его вывозят в госпиталь в Мюнхен. 3 месяца врачи не уверены, что он выживет. Он выживает. И вот здесь происходит вещь, которую трудно объяснить рационально. 35-летний офицер, потерявший глаз и руку, имеющий полное право на отставку с почетом, требует вернуть его в строй. Жене, Нине фон Лерхенфельд, на которой он женился в 1933-м и от которой у него к тому моменту 4 детей, он говорит, что должен что-то сделать. Что чувствует обязанность. Он еще в госпитале, еще учится заново писать левой рукой с 3 пальцами, и уже думает о том, о чем думать в его положении, казалось бы, невозможно. Осенью 43-го он получает назначение в Общее управление сухопутных войск в Берлин к генералу Фридриху Альбрихту. А 1 июля 44-го становится начальником штаба армии резерва в звании полковника. Эта должность – ключ ко всему, что произойдет дальше. Она дает ему 2 вещи, которых не было ни у кого из заговорщиков раньше. Первое – доступ к плану «Валькирия». Второе, и это решающее, право лично присутствовать на совещаниях у Гитлера. Начальник штаба армии резерва докладывает о формировании новых дивизий. Летом 44-го, когда фронт рушится с 2 сторон, вопрос резервов самый острый. Штауфенберга вызывают в Ставку регулярно. Впервые за всю историю немецкого сопротивления человек, готовый действовать, оказался в одной комнате с целью. Проблема была в том, что этот человек мог пользоваться только 3 пальцами одной руки. И взрыватель ему предстояло запустить именно ими. Теперь о самом названии. «Валькирия» — не выдумка заговорщиков. Это официальный, утвержденный, совершенно легальный план вермахта. Логика была такая. К 1943 году в Германии находилось несколько миллионов иностранных рабочих и военнопленных, их согнали со всей оккупированной Европы на заводы и шахты. Режим панически боялся, что при удобном случае эта масса восстанет. Плюс страх перед парашютным десантом союзников, перед диверсиями, перед внутренними беспорядками при бомбардировках. На такой случай и был написан план «Валькирия», по кодовому слову «Армия резерва», то есть все запасные и учебные части внутри страны, приводится в боевую готовность, выходит из казарм и берет под контроль ключевые объекты. Вокзалы, узлы связи, радиостанции, электростанции, правительственные здания, лагеря. Иными словами, режим сам заранее подготовил детальную инструкцию по захвату собственной страны. И сам ее утвердил. Заговорщики, прежде всего генерал Ольбрихт и полковник Хеннинг фон Тресков, увидели это раньше других. План нужно было только переписать. Совсем немного, сменить в приказах формулировки так, чтобы части занимали не абстрактные объекты, а конкретные учреждения СС, Гестапо, службы безопасности и партийной канцелярии. И добавить первую строку. Первая строка была самая важная. В ней говорилось, что фюрер мертв, а власть в стране перешла к вермахту. Вокруг Штауфенберга к 1944 году собрался круг, который стоит назвать по именам, потому что это не были случайные люди. Генерал-полковник Людвиг Бек, бывший начальник генерального штаба, ушедший в отставку еще в 1938-м в знак протеста против курса на войну. В случае успеха — глава государства. Карл Гёрделер, бывший обербургомистр Лейпцига, гражданский политик, будущий канцлер по плану заговорщиков. Человек, который годами писал программы послевоенного устройства Германии.
Генерал Фридрих Хольбрихт, начальник общего управления сухопутных войск, непосредственный начальник Штауфенберга, автор переработанной «Валькирии». Хеннинг фон Тресков, полковник, позже генерал-майор, начальник штаба на Восточном фронте, мозг всех предыдущих покушений. Фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен — фигура, чье имя должно было придать перевороту вес в глазах армии. И десятки офицеров рангом ниже, гражданских чиновников, дипломатов, священников обеих конфессий, социал-демократов, профсоюзных деятелей. Это была не заговорщицкая ячейка. Это была параллельная Германия, годами существовавшая внутри настоящей. У них было все — план, люди, программа, список министров будущего правительства. Не было только одного — мертвого Гитлера. 20 июля — это не первая попытка. Это по меньшей мере 7-я из тех, что дошли до стадии реального исполнения. И история предыдущих объясняет, почему все пошло так, как пошло. Март 43-го. Бутылки коньяка. Тресков и его адъютант Фабиан фон Шлабрендорф узнают, что Гитлер прилетит в Смоленск в штаб группы армий «Центр». Они готовят бомбу английского производства с химическим взрывателем, бесшумным, без часового механизма, который можно услышать. Взрывчатку упаковывают в сверток, замаскированный под 2 бутылки коньяка. Тресков просит одного из офицеров свиты передать подарок приятелю в Растенбурге. Сверток грузят в самолет Гитлера. Расчет на взрыв в воздухе над Минском. Самолет садится в Растенбурге благополучно. Шлабрендорфу приходится немедленно лететь следом, разыскать человека со свертком, забрать коньяк обратно под каким-то предлогом и вскрыть его в поезде в купе бритвой. Взрыватель сработал. Кислота проела проволоку. Боек ударил по капсюлю. Капсюль не сдетонировал, по одной версии, из-за холода в грузовом отсеке. Заговорщики держали в руках разобранную бомбу и понимали, что провалились из-за одного капсюля. Через неделю. Человек, который согласился умереть. Полковник Рудольф фон Герсдорф вызывается провести Гитлера по выставке трофейного оружия в Берлине. У него в карманах шинели 2 бомбы с химическими взрывателями. Самый короткий взрыватель, который удалось достать, срабатывает через 10 минут. Это значит только одно — Герсдорф идет умирать вместе с целью. Он запускает взрыватели и подходит к Гитлеру. Гитлер проходит выставку меньше, чем за 10 минут, быстрее, чем предполагала программа, и уходит. Герсдорф бежит в туалет и разряжает взрыватели за считанные минуты до срабатывания. Ноябрь 43-го. Новая шинель. Молодой капитан Аксель фон Дембушше вызывается продемонстрировать Гитлеру новый образец зимнего обмундирования. План тот же — спрятать взрывчатку под одеждой и в момент показа обхватить Гитлера руками. Показ откладывают. Потом еще раз. Затем состав, в котором везут образцы формы, уничтожает бомбардировка. Затем Бушше уезжает на фронт и теряет там ногу. Декабрь 43-го. Его место занимает Эвальд Генрих фон Клейст. Показ снова отменяют. Февраль 44-го. Ротмистр Эберхард фон Брайтенбух готов застрелить Гитлера из пистолета в Бергхофе. В последний момент адъютантам запрещают входить в помещение. 11 июля 44-го. Уже сам Штауфенберг. Он с бомбой в Бергхофе. Но заговорщики решили, что убивать нужно одновременно Гитлера, Гиммлера и Геринга, иначе СС сохранит управление. Гиммлера в помещении нет. Штауфенберг не активирует взрыватель. 15 июля. То же самое в Волчьем логове. Совещание проходит без Гиммлера и Геринга. Штауфенберг успевает выйти, позвонить в Берлин, посоветоваться. Пока идет совещание в Берлине, совещание в Ставке заканчивается. В этот день, 15 июля, Ольбрихт уже отдал предварительное распоряжение по «Валькирии» и был вынужден отменять их задним числом, выдавая все за учение. Это было замечено. К 20 июля 2 обстоятельства изменились окончательно. Первое.
гестапо вышло на след. Гёрделер объявлен в розыск 17 июля. Аресты в окружении заговорщиков идут один за другим. Речь идет о днях. Второе. Заговорщики отказались от условия убить всех троих. Тресков передал Штауфенбергу фразу, которая стала знаменитой. Смысл ее был такой: покушение должно состояться любой ценой, потому что важен уже не практический результат, а сам факт, что немецкое сопротивление рискнуло жизнью. 20 июля Штауфенберга снова вызвали в Ставку с докладом о резервах. Больше ждать было нечего. Штауфенберг вылетел из Берлина ранним утром, около 7 часов, с аэродрома Рангсдорф. С ним его адъютант обер-лейтенант Вернер фон Хефтен. В портфеле папка с документами о формировании новых дивизий и 2 свертка взрывчатки по килограмму каждый. 2. Это существенно. Полет занял около 2,5 часов. В районе 10 утра они на месте: Волчье логово под Ростенбургом, комплекс бункеров в глухом лесу, 3 кольца охраны, минные поля. Дальше обычный рабочий день. Завтрак в столовой для офицеров. Разговор с начальником штаба. Доклад фельдмаршалу Кейтелю. И первая неприятность. Совещание перенесли на полчаса раньше, на половину первого. Причина: во второй половине дня ожидали Муссолини, и все расписание сдвинули. Вторая неприятность оказалась куда серьезнее, хотя тогда ее никто не оценил. Совещание проходило не в бетонном бункере, а в наземном деревянном бараке, так называемом бараке для совещаний. Причин называют 2: бункер ремонтировали, и стояла сильная жара, а в бетонной коробке в июльский полдень было невыносимо. Разница между этими 2 помещениями — это разница между жизнью и смертью. В замкнутом бетонном объеме ударная волна отражается от стен и не имеет выхода. Она убивает всех, кто внутри, даже без осколков. В деревянном бараке с настежь открытыми окнами она уходит наружу. Стоит на секунду задержаться на том, что представлял собой этот человек в то утро. Полковник, у которого нет правой руки, нет левого глаза и на левой руке 3 пальца. Ему предстоит в чужом помещении, в чужой ставке, за несколько минут, под угрозой того, что в дверь в любой момент постучат, раздавить стеклянную ампулу внутри взрывателя, работа, требующая точности часовщика. Он тренировался месяцами. Специально для него переделали плоскогубцы. Штауфенберг попросил комнату, чтобы переодеться, сменить рубашку после жары. Просьба естественная. Ему выделили помещение. Вместе с Хефтеном они начали готовить заряды. Плоскогубцами, специально переделанными под трехпалую левую руку, он раздавил ампулу взрывателя первого свертка. И в этот момент в дверь постучал фельдфебель: полковника срочно требуют к телефону, совещание начинается. Времени на второй заряд не осталось. Хефтен убрал 2 килограмм взрывчатки обратно в свой портфель. Это была 3-я случайность за одно утро и самая дорогая. 2 килограмма в деревянном бараке, вероятно, убили бы всех. 1 не убил. Штауфенберг вошел в барак около половины первого с портфелем в руке и попросил место поближе к фюреру, сославшись на плохой слух после ранения. Ему уступили место справа от Гитлера через 1 человека. Он поставил портфель под стол, придвинул к массивной дубовой опоре и через несколько минут вышел, сказав, что должен принять срочный звонок из Берлина. Фуражку и ремень он оставил в бараке. Так делали, когда выходили на минуту. За столом полковник Хайнц Брандт наклонился над картой. Портфель мешал ему встать удобнее. Он переставил его на другую сторону дубовой опоры. Взрыв произошел в 12 часов 42 минуты. Штауфенберг и Хефтен находились в это время метрах в 200 у здания связи. Они видели, как из барака вылетели рамы окон, как повалил дым, как оттуда выносили людей. Вывод, который сделал Штауфенберг, был единственно логичным: в помещении, откуда так выносят, живых остаться не могло. Он был абсолютно уверен, что Гитлер мертв. Из 24 человек в бараке погибли 4. Стенографист Хайнрих Бергер ему оторвало обе ноги.
генерал Гюнтер Кортен, начальник штаба ВВС. Полковник Хайнц Брандт, тот самый, кто переставил портфель. И генерал Рудольф Шмунд, главный адъютант Гитлера, он умер от ран в октябре. Гитлер получил ожоги, множественные ссадины, более сотни мелких деревянных осколков в ноги, повреждение обеих барабанных перепонок и травму правой руки. Брюки на нем висели клочьями. Через несколько часов он встречал Муссолини на железнодорожной платформе и лично водил его к развалинам барака, показывать. Теперь Штауфенбергу нужно было выбраться из ставки, где уже объявили тревогу. Он проехал 3 поста охраны. На первом его пропустили, тревогу еще не передали. На втором уже нет, он потребовал телефон, позвонил знакомому офицеру и добился разрешения. Третий пропустил вслед за вторым. По дороге к аэродрому Хефтен выбросил из машины 2 килограмм взрывчатки. Его позже нашли, и это стало одной из первых улик. Около часа дня самолет поднялся в воздух и взял курс на Берлин. Впереди было 3 часа полета. Радиостанции на борту не было. Эти 3 часа — главная причина, по которой заговор провалился. Ни полметра под столом. 3 часа тишины. План строился на скорости. Как только приходит сообщение о смерти Гитлера, Ольбрихт запускает «Валькирию», телетайпы Бендлер-блока рассылают приказы по всем военным округам, части выходят из казарм, занимают здания, изолируют СЭС и партийный аппарат, радио объявляет о новом правительстве. Все это должно уложиться в несколько часов, до того, как противная сторона опомнится. Что произошло в реальности? Около часа дня генерал Эрих Фельгебель, начальник связи ставки и участник заговора, увидел взрыв и увидел, что Гитлер жив. По плану он должен был вывести из строя узел связи Волчьего логова, изолировав ставку от мира. Он этого не сделал, то ли счел невозможным, то ли растерялся, увидев, что цель уцелела. Он передал в Берлин путанное сообщение: произошло нечто ужасное, фюрер жив. Вскоре ставку все же временно отключили от внешней связи. Но не полностью и ненадолго. В Бендлер-блоке, здании на Бендлерштрассе, где размещалось командование армии резерва, это сообщение вызвало паралич. Ольбрихт, человек, написавший переработанный план, не решился запускать его на основании слов «фюрер жив». Еще свежа была память о 15 июля, когда он поднял войска и потом еле выкрутился. И он стал ждать возвращения Штауфенберга. Приказы «Валькирии» ушли по телетайпу только около 4 часов дня, через 3 с лишним часа после взрыва. Штауфенберг сел в Берлине в районе 3:45. Из аэропорта он позвонил в Бендлер-блок и сказал прямо: «Гитлер мертв, он видел это своими глазами, начинайте». В Бендлер-блок он приехал к 4:30 и обнаружил, что механизм еще практически не запущен. Дальше он работал на телефоне почти 6 часов подряд. Округ за округом, командующий за командующим. Одна и та же фраза: «Фюрер мертв, властью вермахта, выполняйте Валькирию». И почти каждый раз в ответ вопрос, на который у него не было ответа. Потому что параллельно, по тем же линиям, из ставки шли звонки Кейтеля с прямо противоположным содержанием: «Фюрер жив, произошло покушение, приказы из Берлина исходят от изменников, не выполнять». Немецкий офицер, командующий военным округом, к вечеру 20 июля получал 2 взаимоисключающих приказа по одному и тому же телефону. И решал, какому верить. Он верил тому, кого можно проверить. А проверить можно было только одно: жив ли Гитлер. Голос Гитлера в трубке весил больше любого приказа с бланком. Отдельно надо сказать о генерале Фридрихе Фромме, командующем армией резерва, начальнике Штауфенберга. Только Фромм имел законное право отдать приказ «Валькирия». Он знал о заговоре давно, но не примкнул и не донес. Классическая позиция человека, который ждет, кто победит. Днем 20 июля Фромм лично позвонил в ставку и переговорил с Кейтелем. Тот заверил его, что фюрер жив. После этого Фромм отказался подписывать что бы то ни было. Заговорщики арестовали его и заперли в его же кабинете. Через несколько часов это решение будет стоить им жизни.
Есть одно место, где 20 июля все сработало ровно так, как было написано в плане. Париж. Военный комендант Франции, генерал Карл Хайнрих фон Штюльпнагель, давний участник заговора. Получив сигнал из Берлина, Штюльпнагель не стал ждать подтверждений. Вечером 20 июля части вермахта в Париже без единого выстрела арестовали практически весь аппарат СС и службы безопасности во французской столице, по разным данным, от 1200 человек и больше, включая высшее руководство. Их развезли по тюрьмам и казармам. К полуночи в Париже не было ни одной действующей структуры партии и СС. Это доказывает главное – план работал. «Валькирия» была написана грамотно, и там, где командующий выполнял ее без колебаний, она давала результат за несколько часов. Не хватало ровно одного мертвого Гитлера в Растенбурге. Ночью, когда из Берлина пришли известия о провале, Штюльпнагелю пришлось отдать приказ об освобождении арестованных. Ситуацию в Париже спасли тем, что представили все как учение и недоразумение. Немецкие офицеры и арестованные ими эсэсовцы под утро вместе пили в отеле, изображая, что ничего не произошло. Штюльпнагеля это не спасло. Вызванный в Берлин, он по дороге попытался застрелиться, но только ослепил себя. Его вылечили, судили и казнили в августе. А теперь эпизод, который в учебниках занимает 3 строчки, хотя именно он переломил 20 июля. В Берлине приказ о занятии правительственного квартала получил охранный батальон «Великая Германия». Командовал им майор Отто Эрнст Ремер, 32-летний фронтовик, много раз раненый, к политике равнодушный, к приказам исполнительный. Ремер вывел батальон и начал делать ровно то, что ему велели – оцеплять квартал. В числе прочего ему приказали арестовать министра пропаганды. И Ремер поехал арестовывать Геббельса. Дальше – сцена, которую невозможно было предусмотреть ни в одном плане. Геббельс, в отличие от многих в тот день, соображал быстро. Он не стал спорить с мэром и не стал звать охрану. Он сказал примерно следующее: «Прежде чем вы меня арестуете, я хочу, чтобы вы кое с кем поговорили». Он снял трубку прямого провода со ставкой и передал ее Ремеру. В трубке был голос Гитлера. Тот самый голос, который вся Германия слышала по радио 10 лет подряд и не спутала бы ни с чьим. Гитлер спросил Ремера, узнает ли он его, объявил его действия по подавлению мятежа, произвел его тут же в полковники и подчинил лично себе. Разговор длился, по разным оценкам, около минуты. После него батальон, который должен был обеспечить переворот, развернулся и стал главным инструментом его подавления. К вечеру Ремер оцепил уже не правительственный квартал, а Бендлер-блок. Вот в этом и была слабая точка всего заговора. Он держался на предположении, что Гитлер мертв. Пока сохранялась неопределенность, приказы заговорщиков имели силу. Как только выяснилось обратное, вся конструкция рассыпалась за часы, потому что вся немецкая военная машина была построена на личной присяге одному человеку. Не государству. Не конституции. Человеку. Пока он был жив и мог поднять трубку, у заговорщиков не было шансов. К 9 часам вечера в Бендлер-блоке уже понимали, что все кончено. Округа один за другим отзывали приказы. Радио передало сообщение о неудавшемся покушении. Около полуночи должен был выступить сам Гитлер. Внутри здания часть офицеров, до этого выполнявшая распоряжение заговорщиков, перешла на другую сторону. Началась перестрелка в коридорах, короткая, беспорядочная. Штауфенберг был ранен в плечо. Около половины 11 вечера верные режиму офицеры взяли здание под контроль и освободили из кабинета арестованного генерала Фромма. И Фромм повел себя единственным способом, который мог спасти его самого. Он объявил себя судом. Провел заседание, занявшее считанные минуты, и приговорил своих подчиненных к расстрелу немедленно, без документов, без передачи дела дальше. Причина очевидна: Фромм знал о заговоре месяцами. Живые подсудимые сказали бы об этом на следствии. Мертвые — нет. Генерал-полковнику Беку он позволил застрелиться самому. Тот выстрелил себе в голову дважды и оба раза неудачно, его добил унтер-офицер.
Остальных вывели во двор Биндлерблока. Была ночь, свет в городе не горел из-за затемнения. Стоявший во дворе грузовик развернули и включили фары. В этом свете, между половиной первого и часом ночи 21 июля, расстреляли 4. Генерала Фридриха Альбрехта, полковника Альбрехта Мерца фон Квернхайма, полковника Клауса Шенка графа фон Штауфенберга, обер-лейтенанта Вернера фон Хефтена. Хефтен, по свидетельству очевидцев, бросился под пули, предназначенные Штауфенбергу, и был убит первым. Штауфенберг успел выкрикнуть фразу, которую слышали солдаты расстрельной команды: «Да здравствует священная Германия!». По другой передаче «Тайная Германия» выражение из круга поэта Штефана Георги, которому Штауфенберг был близок в молодости. Точную формулировку спорят до сих пор, свидетели были в шоке, а залп прозвучал одновременно с последним словом. Ему было 36 лет. Тело закопали в ту же ночь на ближайшем кладбище в мундирах с орденами. На следующий день по приказу Гиммлера их выкопали, кремировали, а пепел развеяли. Расчет был простой: не должно остаться могилы. Могила становится местом. Фромма его самосуд не спас. Через несколько дней его арестовали за то, что он не донес, судили и в марте 45-го расстреляли. Хеннинг фон Тресков, узнав о провале, вышел 21 июля на нейтральную полосу под Белостоком и подорвал себя винтовочной гранатой, инсценировав гибель от рук партизан, чтобы под пытками не назвать имен. Его тоже позже опознали и эксгумировали. Расстрел во дворе Биндлерблока был для режима не концом, а помехой. Гитлер был в ярости именно потому, что 4 убили быстро, он хотел процесса. Дальше работала специальная комиссия гестапо. Счет арестованных пошел на сотни, потом на тысячи. Здесь начинается зона расхождения цифр, и об этом надо сказать честно. Одни источники называют около 600 арестованных и около 200 казненных, считая только прямых участников заговора. Другие приводят порядка 7 тысяч арестованных и около 5 тысяч казненных, включая всех, кого гестапо взяло в ходе тотальной чистки, часто без всякой связи с 20 июля. Обе цифры кочуют по литературе. Разница объясняется тем, что именно считать делом 20 июля. Судил Народный трибунал под председательством Роланда Фрайслера, человека, превратившего судебное заседание в спектакль. Подсудимых лишали ремней и подтяжек, чтобы они придерживали брюки руками. Отбирали вставные челюсти. Фрайслер кричал на них так, что операторам приходилось останавливать запись, звук зашкаливал. Да, съемка велась. Все снимали на пленку по личному распоряжению, фильм предназначался для показа в войсках, как урок. Показ не состоялся, материал оказался обратным по эффекту. Обвиняемые, которых должны были представить жалкими, держались лучше судьи. Фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен на вопрос Фрайслера ответил фразой, вошедшей в историю немецкого сопротивления. Он сказал, что через 3 месяца народ призовет этого судью к ответу за его злодеяние. Казни проводили в тюрьме Плёцензе, в специально оборудованном помещении. Способ выбрали умышленно унизительный для офицеров, вешали на крюках, вбитых в потолочную балку. А со словами Вицлебена про 3 месяца произошло вот что. 3 февраля 1945 года на Берлин шел дневной налет американской авиации. Бомба попала в здание Народного трибунала. Фрайслер в это время был в подвале, он спустился туда не с пустыми руками, а с папками дел, которые не захотел оставлять наверху. Его убило обломком рухнувшей балки. Говорят, папки нашли рядом с телом. Он не дожил ни до конца войны, ни до суда над собой. Между приговором Вицлебена и смертью Фрайслера прошло чуть больше 5 месяцев. Заодно режим свел счеты со всеми, до кого раньше не дотягивался. В сентябре 1944-го арестовали и позже казнили пастора Дитриха Банхёффера. Взяли адмирала Вильгельма Канариса, бывшего начальника военной разведки. Казнили Гёрделера, Вицлебена, Хёпнера, братьев Штауфенберга, Бертольда казнили, Александра отправили в лагерь. 14 октября 1944-го к фельдмаршалу Эрвину Роммелю приехали 2 генералов с предложением «Суд и позор для семьи»,
или ампула цианида и государственные похороны с официальной версией о смерти от старых ран. Роммель выбрал второе. Германии объявили, что национальный герой умер от последствий ранения. И отдельно Сипрнхефт. Родовая ответственность. Принцип, объявленный древнегерманским, за вину отвечает род. Арестовали около 180 родственников. Жен, братьев, сестер, престарелых родителей. Детей, около 46 человек, отобрали у матерей, отправили в специальный детский дом, сменили фамилии. Дети Штауфенберга стали носить фамилию Майстер. Старшему было 10 лет. Жена Штауфенберга Нина была арестована и находилась в заключении беременной. Их пятый ребенок, дочь Констанца, родилась в январе 45-го в тюремной больнице, у женщины, чьего мужа расстреляли полгода назад и чьи 4 старших детей жили в это время под чужой фамилией. Нина выжила. Она умерла в 2006 году в возрасте 92 лет и почти никогда публично не говорила о муже. Дети встретились с матерью только после окончания войны. И вот теперь самое неудобное во всей этой истории. После войны в Германии участников 20 июля не сразу признали героями. Довольно долго их считали изменниками. Логика была такая. Немецкий солдат приносил присягу. Офицеры, готовившие переворот, эту присягу нарушили. Больше того, они действовали в момент, когда страна вела войну на 2 фронта. С точки зрения миллионов вернувшихся с фронта людей, попытка переворота летом 44-го была ударом в спину армии. Отдельно работала обида. Признать, что заговорщики были правы, означало признать, что все остальные, кто не сопротивлялся, были неправы. Гораздо удобнее было считать, что выбора не существовало вовсе. Опросы конца 40-х, начала 50-х годов показывали, что положительно оценивало заговор меньшинство немцев. Вдовы казненных десятилетиями не могли добиться пенсий, потому что их мужья формально числились осужденными за государственную измену. Отношение менялось медленно, на протяжении 50-х и 60-х, вместе со сменой поколений и с большим общественным разговором о нацистском прошлом. Сегодня двор Биндлерблока — мемориал. На месте расстрела стоит бронзовая фигура. Там проводят присягу новобранцев Бундесвера, армии, которая юридически строит свою традицию не на непрерывности с вермахтом, а на факте, что немецкие офицеры однажды пошли против преступного приказа. В Германии есть десятки улиц Штауфенберга и школ его имени. А теперь честный вопрос, без которого этот рассказ был бы неполным. Были ли заговорщики демократами? Большинство — нет. В программах будущего правительства, которые писал Гёрделер, речь не шла о возвращении к Веймарской парламентской республике. Там было консервативное государство с сильной исполнительной властью, с ограниченным избирательным правом, часто с сохранением части территориальных приобретений. Многие из этих людей еще в 30-х поддерживали режим и передумали не сразу и не полностью. Они не были святыми. Они были немецкими консервативными офицерами и чиновниками, которые опоздали и знали, что опоздали. Тресков сформулировал это точнее всех, и именно поэтому его слова помнят. Смысл был такой: покушение должно состояться любой ценой, даже если оно не удастся, надо доказать перед миром и перед историей, что немецкое сопротивление решилось на этот шаг. Все остальное рядом с этим не имеет значения. Они действовали, зная, что вероятность успеха мала, а цена провала — смерть, позор и разрушенные семьи. 20 июля 44 года их подвели 3 случайности: жара, из-за которой совещание перенесли в деревянный барак, телефонный звонок, из-за которого 2 килограмм взрывчатки остался в портфеле, и полковник, которому портфель мешал стоять. 3 бытовые мелочи. Против них годы подготовки, десятки жизней и целый план захвата страны, написанный самим режимом. Иногда история решается не в кабинетах. Иногда она решается тем, что кто-то передвинул портфель. Война продолжалась после 20 июля еще 9,5 месяцев. За эти месяцы погибло больше немцев, чем за все предыдущие годы войны вместе взятые.
Некоторые историки считают это самым точным ответом на вопрос, имел ли смысл заговор. А в следующем выпуске — история операции, где британская разведка обманула немецкое командование с помощью одного мертвого человека. Тело, которое сбросили в море у берегов Испании с портфелем фальшивых документов, и целая немецкая армия, переброшенная не туда, куда следовало. Операция «Мясной фарш». А вы знали об этом? Как вы думаете, если бы 20 июля совещание провели в бетонном бункере, как планировалось изначально, чем бы закончилась война? Напишите в комментариях.